понедельник утром, после долгожданных выходных, старый пожилой дед Иван Петрович, смотритель приюта для животных «Надежда», прибыл на работу. Переступив порог своего кабинета, он столкнулся с самой тяжелой частью своей работы – необходимостью принимать решение об эвтаназии. Сев за рабочий стол, Иван глубоко вздохнул. Сердце его сжималось от печали при мысли о предстоящем. Строгий регламент приюта не оставлял места для сомнений. Животные, не поддающиеся лечению и испытывающие страдания, должны были быть подвергнуты эвтаназии, чтобы избежать дальнейшей боли и риска распространения инфекции среди других обитателей приюта. За годы работы Иванов в «Надежде» случаи эвтаназии были крайне редки, и он никак не мог смириться с тем, что сегодня такой день настал. Вместе с коллегами он всегда до последнего боролся за жизнь каждого питомца, считая, что любое существо заслуживает шанса вне зависимости от тяжести недуга. Они прилагали все усилия, чтобы избежать крайних мер. Но порой болезнь оказывалась сильнее. И несмотря на все старания, усыпление становилось единственным гуманным выходом. Иван чувствовал глубокое разочарование, когда не мог защитить этих беззащитных созданий. Сегодня ему предстояло усыпить 2 немецких овчарок, чья болезнь была неизлечима и причиняла им страдания. Эвтаназия казалась единственным способом прекратить их мучения. Но Иван и представить себе не мог, что одна из овчарок, обреченных на усыпление в этот день, неожиданно ранит его сердце и станет началом совершенно невероятной истории. Иван протянул руку к полке над столом и взял список животных, которым была назначена эвтаназия. Пробежав глазами по строчкам, он почувствовал, как его сердце болезненно сжалось, когда увидел имена 2 овчарок Барона и Рекса. Сама мысль об их усыплении наполнила его душу всепоглощающей жалостью и состраданием. Откинувшись на спинку кресла, он невольно вспомнил историю этих 2 собак, прежде чем они попали в приют. У Барона и Рекса была трогательная предыстория, которая никого не оставляла равнодушным. Их нашли блуждающими по оживленным улицам города Хайминь, 2 сильных, но измученных созданий, потерявшихся в огромном иерархии и пугающем для них мире. С того самого дня, как они появились в приюте, овчарки были неразлучны, постоянно прижимались друг к другу в поисках тепла и утешения. Их трогательная связь вдохновляла весь персонал приюта. Несмотря на тяжелое состояние, они находили поддержку в обществе друг друга. К сожалению, их здоровье быстро ухудшалось. И, несмотря на все усилия ветеринаров, никакое лечение не приносило улучшения. Сотрудники приюта, включая Ивана, сделали все возможное, но ситуация казалась безнадежной. Еще раз взглянув на список, Иван почувствовал, как к горлу подступает комок. Он знал, что в условиях Азии шансы на выживание у таких слабых собак ничтожно малы. Мысль о том, что жизнь этих величественных овчарок может оборваться, была невыносима. История Барона и Рекса началась с того, что их подобрали добрые буддийские монахини неподалеку от пагоды. Монахиням было невыносимо видеть, как овчарки борются за еду на улицах и страдают от суровых погодных условий. Зрелище 2 таких больных и слабых созданий, рискующих жизнью на оживленных дорогах, причиняло им боль. Движимые состраданием и надеждой на чудо, монахини принесли овчарок в приют. Барон постоянно держался рядом со своим другом Рексом, и этот трогательный жест говорил о многом. Он напоминал о пережитых травмах 2 истощенных собак. Несмотря ни на что, они держались вместе даже сейчас, когда им предстояла реабилитация в приюте. Их связь растопила сердце всех, кто их видел. Их история быстро распространилась по всему приюту. Но мало кто догадывался, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Иван, собравшись с духом, поднялся. Он знал, что должен сделать то, что необходимо, как бы тяжело ему ни было. С тяжелым сердцем он направился в питомник, где находились Барон и Рекс, но ничто не могло подготовить его к тому, что он увидел. Подойдя к клетке, он увидел, как овчарки тесно прижались друг к другу.
Но что по-настоящему разбило его сердце, так это то, что барон и Рекс сидели с закрытыми глазами. В этом чувствовалась какая-то мирная покорность судьбе, словно они предчувствовали свой конец. Ивану показалось, что они приняли свою участь и готовы к последнему испытанию. Его переполняли эмоции. И, не в силах сдержать слез, он опустился на колени рядом с ними. Нежно поглаживая их шерсть, он готовился отвести их в комнату для эвтаназии. Однако в этот самый момент его посетило странное чувство. Ощущение, что в этих двух овчарках было что-то особенное, что-то, что отличало их от всех других животных, с которыми он сталкивался за годы работы. Словно почувствовав его присутствие, барон медленно поднял голову и посмотрел прямо в глаза Ивана. В этот короткий миг он увидел в его взгляде искорку жизни. Рекс, почувствовав движение барона, тоже встрепенулся и еще теснее прижался к своему другу, словно не желая его отпускать. Иван почувствовал, как его сердце переполняют эмоции, наблюдая эту трогательную сцену. И тут открылся поразительный секрет, который изменил все. Иван заметил, что дыхание Рекса обычно тяжелое и поверхностное, что было одним из основных симптомов его болезни, казалось, стабилизировалось, пока он лежал рядом с бароном. Это неожиданное наблюдение на мгновение озадачило Ивана. Любопытство взяло верх, и он осторожно разделил овчарок, чтобы понаблюдать за их реакцией. И тут произошло нечто удивительное. Через несколько мгновений после того, как он разнял их, Рекс начал скулить, и его дыхание снова стало затрудненным. Обычно так и есть, но он дышал нормально, когда прижимался к барону, вслух произнес Иван, пытаясь понять происходящее. Он снова положил Рекса рядом с бароном и не поверил своим глазам, когда его дыхание снова стало ровным и спокойным. Все попытки вылечить Рекса по отдельности не приносили никаких результатов, и это было совершенно не на то, что Иван ожидал увидеть. Ситуация была совершенно необычной и не имела ничего общего с его предыдущим опытом. Иван решил провести ряд дополнительных наблюдений, надеясь найти объяснение происходящему. Он внимательно следил за состоянием обеих овчарок, фиксируя каждую деталь. Он делал подробные записи, измерял частоту дыхания и проверял наличие любых признаков ухудшения состояния. Его мысли были заняты догадками, могло ли присутствие барона оказывать на Рекса успокаивающее воздействие, достаточное для стабилизации дыхания, или же между ними существовала более глубокая, необъяснимая связь. Иван понимал, что ему необходимо собрать больше информации, прежде чем принимать окончательное решение об их судьбе. Правила приюта были строги, но это неожиданное открытие давало слабую надежду на то, что существует альтернативный путь, который позволит сохранить жизнь обеим овчаркам. Изучив все возможные варианты, Иван пришел к выводу, что их связь была чем-то особенным и могла стать основой для совершенно нового подхода, ключом к их выживанию. В течение нескольких последующих дней Иван и персонал приюта внимательно наблюдали за бароном и Рексом, с трудом веря своим глазам. Присутствие барона, казалось, оказывало на Рекса поистине целебное воздействие, словно он служил для своего друга источником эмоциональной поддержки. Чем дольше они наблюдали за овчарками, тем очевиднее становилась необычность и вдохновляющая сила их связи. Иван углубился в изучение истории о животных и обнаружил, что эмоциональные связи могут оказывать значительное влияние на физическое здоровье, так же, как и у людей. Вооружившись этими знаниями, он осознал, что случай барона и Рекса не был единичным. Он вспомнил о других животных, которые, будучи разлученными со своими близкими, чахли и теряли волю к жизни, даже при надлежащем уходе. Понимая это, Иван предложил руководству приюта нетрадиционный план лечения не только для барона и Рекса, но и в качестве возможной модели для других животных. Этот план предусматривал совместное содержание овчарок и обеспечение им специальной медицинской помощи, которая учитывала не только физические, но и эмоциональные потребности. На начальном этапе программа лечения включала не только медикаментозное вмешательство,
но и создание максимально комфортной и спокойной обстановки для овчарок, обеспечение постоянного контакта между ними и минимизацию стресса. Члены правления приюта поначалу отнеслись к такому подходу со скептицизмом, однако, став свидетелями невероятной связи между двумя овчарками и видя положительные изменения в состоянии Рекса, они согласились дать этому новому методу шанс и с надеждой приступили к реализации плана. Прошли недели, и результаты оказались поистине поразительными. Здоровье Рекса стало заметно улучшаться. Все были тронуты до слез, наблюдая, как барон становился все более энергичным и жизнерадостным. Игривое взаимодействие между овчарками, казалось, стало главным фактором их выздоровления. Иван решил поделиться их удивительной историей в социальных сетях. На страницах приюта стали регулярно появляться новости об их путешествии и необыкновенной связи. Иван был рад, что дал им шанс на новую жизнь. История барона и Рекса начала стремительно распространяться, привлекая внимание любителей животных со всего мира. Люди были глубоко тронуты их дружбой и невероятной жизнестойкостью, что делало эту историю еще более трогательной. Когда начали поступать пожертвования от неравнодушных людей, сердце Ивана наполнилось благодарностью и гордостью. История двух овчарок, оказавшихся на грани смерти, вызвала волну сочувствия и поддержки. Иван верил, что их пример вдохновит многих людей и поможет другим нуждающимся животным обрести дом и заботу. Теперь, когда овчарки практически полностью выздоровели, Иван с нетерпением ждал новых сюрпризов. Он очень надеялся, что они смогут обрести общий дом, где смогут прожить остаток жизни вместе, как они и заслуживали. Обычно, когда приходили потенциальные усыновители, они выбирали только одну собаку. Однако в случае барона и Рекса их дружба была настолько очевидна и крепка, что разлука могла бы нанести им серьезную психологическую травму. Иван опасался, что, будучи разделенными, они могут впасть в глубокую депрессию и потерять способность радоваться жизни и взаимодействовать с окружающим миром. Учитывая их растущую популярность в социальных сетях, Иван надеялся, что найдется человек, настолько тронутый их историей, что захочет усыновить обеих овчарок. И однажды вечером, когда овчарки играли вместе, произошло нечто неожиданное. Иван уже собирался уходить из приюта после долгого рабочего дня, когда ему позвонили с местного новостного телеканала. Они заинтересовались историей барона и Рекса и предложили снять о них репортаж. Обрадованный таким вниманием, Иван с готовностью согласился, надеясь, что их история вдохновит других людей быть более чуткими и видеть потенциал в каждом живом существе. Никто не мог предположить, какой резонанс вызовет этот репортаж. Иван рассказал журналистам о необычной связи между бароном и Рексом, о том, как их дружба помогла им выжить и побороть болезнь. К всеобщему удивлению, после выхода сюжета в эфир количество просмотров новостного канала резко возросло. Барон и Рекс в одночасье стали местными знаменитостями. Во время интервью репортер спросил Ивана, что, по его мнению, стало самым важным фактором, который спас овчарок. Он улыбнулся, глядя на барона и Рекса, которые в этот момент увлеченно играли. «Я думаю, они спасли друг друга», — ответил Иван и добавил, что им также помогли немного любви, второй шанс и большая надежда. После выхода репортажа в тот вечер произошло нечто невероятное. Люди со всего мира пытались связаться с Иваном и приютом. Неожиданно несколько зрителей выразили желание усыновить барона и Рекса. Однако большинство из них жили слишком далеко, в разных уголках планеты. Несмотря на это, репортаж вызвал огромный отклик у зрителей и привел к значительному увеличению пожертвований в адрес приюта. Благодаря вниманию к истории барона и Рекса, многие другие бездомные животные получили шанс обрести любящие семьи. Невероятная история дружбы двух овчарок сотворила настоящее чудо. И как раз тогда, когда казалось, что поиск подходящей приемной семьи для барона и Рекса может затянуться, произошло еще одно неожиданное событие. Спустя несколько недель в приют приехала семья из сельской местности.
Они сразу узнали Ивана по его публикациям в социальных сетях и с радостью подошли к нему. Они рассказали, что увидели новостной репортаж о Бароне и Рексе и сразу почувствовали особую связь с этими овчарками. Их дети давно мечтали о собаках, и история этих двух неразлучных друзей тронула их до глубины души. Другие сотрудники приюта с восторгом встретили эту семью и проводили их прямо в питомник, чтобы они могли познакомиться с Бароном и Рексом. Рекс, который теперь выглядел совершенно здоровым и полным сил, радостно вилял хвостом, общаясь с новыми знакомыми. Барон не отходил от своего друга, и их взаимная привязанность не оставила равнодушным никого из семьи. Дети были в восторге от игривости овчарок, а родители были поражены их трогательной дружбой. После тщательного знакомства и необходимой проверки семья приняла решение усыновить обеих овчарок. Для Ивана и остальных сотрудников приюта это был одновременно радостный и немного грустный момент. Они наблюдали, как Барон и Рекс покидают приют в окружении своих новых любящих хозяев. Видя их счастливые морды, Иван знал, что будет очень скучать по ним. Но осознание того, что теперь у них есть настоящий дом, где они будут вместе, согревало его сердце. Недавно Иван узнал, что его бывшие подопечные стали настоящими звездами социальных сетей. Их новые владельцы создали для них отдельную страничку, которая быстро набрала множество подписчиков. Иван с удовольствием просматривал новые фотографии, не скрывая слез радости, видя, как счастливы Барон и Рекс в своем новом доме и как весело они общаются со своими хозяевами. Эта история заставила Ивана вспомнить тот день, когда он впервые увидел этих двух больных овчарок и думал об эвтаназии как о единственном способе избавить их от страданий. Но все изменилось в тот момент, когда он заметил их необыкновенную связь, ту невидимую нить, которая поддерживала их обоих. Вместе Барон и Рекс смогли преодолеть болезнь и обрести новую жизнь. Иван был счастлив, что стал частью их удивительного путешествия и гордился тем, что дал им второй шанс. Барон и Рекс стали для Ивана не просто еще одним случаем в его практике. Они научили его тому, насколько важны сострадание и эмоциональная поддержка для общего благополучия живых существ. Этот опыт навсегда останется в его сердце.